Всем привет, с вами Алекс в поисках фото, и сегодня мы поднимаемся на снежные котлы. Это Карканожские горы, Шклярская Паремба. Погнали! Ну вот мы уже вышли с паркинга в Шклярской Парембе, будем подниматься на снежные котлы желтым маршрутом, который занимает 3,5 часа. Несмотря на то, что немножечко холодная погода, минус 7 градусов мороза, погода все-таки супер, светит солнышко, деревья словно в зимней сказке. Вот можете посмотреть. Ну, это пока здесь внизу не так много снега, но вверху там будет настоящая красота. Вперед! Ох, уже вспотел немножко, пока шел от веса оборудования. Ну вы только посмотрите, какая сказка, какая игра света и тени. Это великолепно. Ну и Собакин бежит впереди всех, разведывает путь. Whispering secrets, dream my dream. Slide guitar twang like a country trip through the quiet elegance of the trip. Drumbeat laid back with a deep bass, a melody of a lonely place in the blue cafe where time stands still. The story weaves with a soulful thrill. Each note a step in the silent dance of a journey through the fading gems in the blue cafe with the soft light. Voices blend in the dark night. Memories come like a dream so sweet in the whispers of the old beat. He nears hard under the tree so grand. A lone violin weeps a sorrowful band. Tears fall like rain as a chant whispers call in the forest's embrace where memories enthrall. Always echoes in the moonlight's glow where melodies float and the night soft snow in the brown fields where the wild geese roam. Вот такой вот маршрут нам предстоит преодолеть. Как вы можете видеть, камни обледеневшие, горный ручеек немножечко намыл льда здесь. Вот, лайтовая такая легкая туристическая дорожечка закончилась. Ну и теперь мы вот шагаем со всей аппаратурой вот таким вот камешком по бездорожью, как говорится. Вот, я не знаю, сколько мы будем идти, я же говорю, для
В нормальных условиях это 3,5 часа подъем, но так как мы идем, это настоящий рай для пейзажных фотографов. Плюс немножко трудно идти, то будем, наверное, все 4,5 часа идти. Вот. Главное это подумать про безопасность. Нигде ничего там не упасть, не подвернуть, не разбить. Вот это, я считаю, самое главное, чтобы увезти с собой из этого прекрасного путешествия только хорошие эмоции, хорошие воспоминания и прекрасное настроение. The violin plays on a sweet tattoo. With every note, a story unfolds of love lost, of dreams that once were told. Да, очень скользко. И вот вам наглядный пример, почему четырехколесный привод лучше, чем два ведущих колеса. Вот он пошел, любое бездорожье, все нипочем. Смотрите, как взбирается, пока мы еле передвигаем ногами и ползем за вот этим вот четырехприводным монстром. Карканожские горы – одно из самых необычных мест Центральной Европы. Несмотря на сравнительно небольшую высоту, по условиям они ближе к северным горам Скандинавии, чем к привычным туристическим хребтам. Главная особенность этих гор не в высоте, а в климате. Здесь часто говорят, что за один день можно увидеть все 4 времени года. На вершинах дуют ветра ураганной силы, а туман может накрыть горы за считанные минуты. Одним из самых впечатляющих мест Карканож являются снежные котлы. Это два огромных ледниковых цирка, сформированных во время последнего оледенения. Тысячи лет назад здесь лежал ледник, который буквально вырезал в скале глубокие чаши с почти вертикальными стенами высотой до 150 метров. Благодаря холодному микроклимату здесь сохранились редкие ледниковые реликты, растения, которые обычно встречаются в Альпах или за полярным кругом, но в Польше практически нигде больше не растут. Таким образом, снежные котлы – это природный островок ледниковой эпохи, где до сих пор выживают растения холодного климата, исчезнувшие из большинства гор Центральной Европы. Снежные котлы долгое время считались крайне опасным местом. Резкие порывы ветра и обледенение делали район смертельно опасным для случайных путников. Именно поэтому туристические тропы проходят по вершине горных хребтов, а некоторые участки пути в зимний сезон закрывают из-за опасности схода лавин. Вот скоро мы придем на самую вершину. Необычайно красиво, как в сказке. Хочется просто стоять и делать много-много-много фотографий. Но нужно идти вперед, а ну как зимой солнышко садится очень быстро. Ну и чтобы успеть хотя бы закат солнца увидеть, нам нужно поспешить. Even if it blooms alone, I don't hate you, I just won't stay. Some doors don't lock, they fade away. We're not a match, it's not dramatic, it's just the math, it's just the tone. You want the rush, I want the static that tells me when I'm not at home. You'll find someone who fits your spark. I'll find quiet where I can breathe. Say
И вот мы уже практически на самой вершине, осталось немножечко взобраться вверх. Мы находимся вот сейчас, как вы можете видеть, над облаками, несмотря на то, что сегодня 25 декабря, католическое Рождество, великий праздник. Здесь достаточно много людей, все хотят выйти на вершину, посмотреть на красоту, быть выше облаков. Это незабываемые, непередаваемые ощущения. Здесь фантастика, прекрасно, очень красиво. Карканожские горы с древних времен окружены легендами. Самая известная из них о духе гор по имени Карканож. Его описывали как сурового хранителя, который наказывал жадных и помогал тем, кто относится к горам с уважением. Интересно, но этот персонаж стал частью как польской, так и чешской культуры. But I won't give up, I'll hold my ground. With each stroke I find my own sound. Neon dreams, they light my way. Through the chaos, through the fray, I'll keep on drawing, come what may. With my own, I'll make my mark one. Зашли мы немножечко погреться, сохранись-ка, и будем дальше продолжать наш путь. Камера потеет в теплоте, потому что перепад температуры воздуха. Ничего, скоро пойдем назад. Symphony of colors and sound. I'm not alone. We're all in this together. We'll shine and we'll never frown. Neon dreams, they light my way. Through the chaos, through the fray, I'll keep on drawing, come what may. With my own, I'll make my mark one day. Ну вот, мы уже практически у цели. Каждый шаг дается все труднее и труднее. Ветра дуют все сильнее и сильнее, холодные, пронизывающие. Наш конечный пункт находится вот на вершине этого горного хребта. Осталось буквально 50 метров. With my own, I'll make my mark one day. Глядя на такие пейзажи, чувствуешь себя просто на вершине целого мира. Прекраснейшие виды отсюда открываются. Ну и вот, дорогие друзья, за моей спиной уже вдалеке показался Артон, радио, теле, Ошрёдек Надавчий, по-другому телерадиостанция. Пока мы идем, давайте немножко разберемся, почему же оно называется Снежные котлы. Ну, снежный, потому что снег здесь лежит вплоть до середины мая. А котлы от слова котлы. Котел здесь подразумевается такое большое такое пространство, практически отвесная скала вниз, которая напоминает форму такого вот котла, полукруга. Это образовалось миллионами лет, когда был мировой ледник. Буквально 2 километра вверх были огромнейшие льды. Они со временем таяли, замерзали. И как наждачка счесывали вот этот вот камень под своим весом. Давили вниз и продавили, собственно, такие котлы. Это получается из-за того, что вода, когда там немножко нагревалась, растапливалась, она проникала вглубь каменных щелей, потом опять замерзала и разрывала эти камни, и эти валуны скатывались, словно наждачка, стирая по чуть-чуть, слой за слоем
огромные скалы. И так, собственно, образовались вот эти вот прекрасные котлы, которыми мы можем любоваться по сей день. Рядом со снежными котлами стоит мрачное каменное здание, бывшая немецкая телебашня. Во время Второй мировой войны ее использовали для наблюдения и связи, позже как туристический домик. Сегодня она является ключевым объектом в телерадиовещании местной станции. The melody swells in a deep sad beauty in this cafe where stories truly come true. Oh, the melodies rise deep and serene. Да, дорогие друзья, вот мы вместе с вами покорили гору Шишак-Белки, увидели снежные котлы. И давайте еще раз напоследок окинем взглядом на долину, которая находится внизу, под это прекрасное закатное солнышко, чтобы проводить этот чудесный и великолепный день. In the rain-soaked country lane, I drove slow. Memories of a roadside cafe, like a whisper, they grow. Whispers of laughter, echoes of love, in a place where time stood still under the old. Сегодня Карканоши – это национальный парк и охраняемая территория, где человек всего лишь гость. Эти горы не поражают своей высотой, но впечатляют своей дикостью, резким климатом и ощущением северной природы в самом центре Европы. The memories never die. Slide guitar waves trip, how drums sigh, strings sweep across the sky. A melancholic sigh through the mist, a ghostly light. Memories dance in the rain, just like the night. I sit alone in the quiet and cold, looking at shadows of what once was told. The cafe scent, a sweet sad perfume. In the rain my heart starts to gloom. Through the window the world moves slow. Reflections of my life in the glass below. Each memory, a piece of me. In the rain I find peace in the quiet I see. In the rain I find solace. Memories of a forgotten place. In
уже начали спуск с горы. Прошло уже времени от начала подъема в районе 6,5 часов. Мы все-таки не выдержали, зашли до этого с Храниска, чтобы что-то перекусить, погреться. Мы на него, кстати, днем заходили, в этом видео показано было. Тогда у нас времени не было, чтобы успеть на гору записать закат. Вот. Очень спешили, не было времени. Так что вот сейчас, можно сказать, на расслабоне, полностью на чили зашли съесть вот такой вот супчик, гуляш с пампушками и варенички. Так что двигаемся дальше.